Доброе утро, земля. Ой, спалось так отлично, что время уже почти 9, а я не хочу вставать, но надо. А сегодня довольно прохладно, может даже вот это закрыть окошечко. Надо вставать, начинать новый день. Так интересно, мыши, главное, бегают возле избы, но в избу не забегают. И причем здесь вот в нескольких избах я была, и везде нет в избах мышей. С чем это связано, я не знаю. Но это прикольно. Мой завтрак. Какао. Последний, кстати. Кашка, шоколадка. 2 кусочка кумквата и сушечки. Сейчас поем. И хочу сходить до одной избы, до заброшенной. Вообще я хотела переночевать здесь 2 ночи, а на 3-ю сходить в ту избу. Но изба заброшена, я о ней ничего не знаю. Поэтому хочу сходить на разведку. Находится она в нескольких километрах отсюда. Вот. Надо сходить на разведку, чтобы мне понять, что за изба. Вообще, способна ли она принять еще путника, есть ли там печка и все такое. Поэтому я решила без рюкзака в нее сгонять и проверить, все ли там нормально. Ну, осиные какашки. Странная, конечно, тут тайга. Кстати, находясь уже столько дней в тайге в этой, все больше делаю выводы, что моя тайга мне больше нравится. Наша сибирская. Она более сложная, более густая, более живая. Здесь, знаете, как будто заколдовано. Настолько как будто дремуче, что тут даже птиц нет. Их очень-очень мало. И они не поют по вечерам и по утрам. И это как-то странно. Вроде тайга, лес, и птиц почти нет. Редко-редко услышишь там где-то вдалеке недолгое пение птицы. Так, вышла я к реке. Теперь надо где-то перейти. Надо искать место, где перейти. Бобровая плотина вроде бы. Но тут
Получается, река на два колена делится. Сейчас я перейду вот сюда, на этот островок. Посмотрю, возможно ли там второе колено перейти. Трава выше меня. Ага, походу можно перейти. Да, бобры тут понастроили. Капец, как тут красиво. И вот она плотина, вот здесь я перешла. Ну, можно и здесь перейти. Речка такая классная, чистая, красивая. Чага только нарастает, молодая совсем. Некуда положить, может быть, я даже себе бы отрезала. Может, у меня есть ягоды можжевельника. Кстати, не все ягоды можжевельника можно есть и употреблять вообще в пищу, в чай там. Не весь можжевельник съедобный, ядовитый можжевельник. Кстати, ягоды такие сладенькие, много косточек, хоть и маленькая ягодка. И какой-то такой хвойный привкус приятный. Красиво здесь. Вот знаете, я все-таки каждый раз за собой замечаю, что я все же больше люблю ходить, чем сидеть на одном месте. Вот даже сегодня у меня довольно плохое самочувствие, сильная слабость из-за того, что я простыла. И все равно мне хочется двигаться. Пусть медленно, аккуратно, но двигаться. Вот сидеть на месте — это вообще не мое.
Я лично... Мне в тайге нравится, я очень люблю избы, но на одном месте долго не могу быть. Мне надо куда-то обязательно сходить, что-то делать. Вроде и шилом меня не назовешь, хотя с детства все так называли. Но и сидеть ровно на попе я не умею. Чайку бы сейчас. Или просто теплой водички. Непривычно тихо. Даже дятлы не стучат. Дятлов вообще нет здесь. Я их не видела и не слышала. Какой-то заколдованный лес. Очарованный. Ну, привет, изба. Сейчас посмотрим, как тут дела в ней обстоят. Труба торчит. Да, в интересном месте, конечно, изба стоит. Ох ты. А я думала, тут вход. Ой. Ох ты, тут как заросшо все. В каком красивом месте изба. Рыболовные сети. Ух ты. Одеяло. Опа. Ага. Вот и хорошо, что я не пошла сюда с ночевкой. Видите? Труба отошла. Печку набекренила. Вряд ли ее уже затопишь. Изба такая малюсенькая. Окно выбито. Было бы потеплее, я бы, конечно, пришла сюда без печки переночевать. Но сейчас уже ночи довольно прохладные. Будет довольно холодно. Да, печка уже все. Да, уже даже дверь отломана. Просто кто-то топил раньше, видимо, железку так.
Да, жалко, когда такие места пропадают. Люблю так в таких местах быть, все разглядывать, представлять, как тут все было. Так интересно все. Даже есть маленький чайничек. Нравится мне посмотреть, как тут быт обустроен вообще в избах. О, кофту чуть не забыла. Тут дров полно. Хорошие, кстати, дрова такие попадают. Эх. Как бы я была царица, молвила одна девица. Я бы не была царицей никогда. Эх, дрова пропадают. Такие классные дрова. Ё-моё, как мне жалко. Жалко. Изба жалко. Все жалко. Еще один чайник. Тут это костровище рядом было. Хорошие такие вот эти железные штуки. Пока изба. Эх, хорошая избушка. В хорошем красивом месте. Внизу там река. Да, чиститься замучаюсь. Кто я, где я? Что все это значит?
Как же хорошо. Чувствуешь, что ты живешь в лесу, более полноценно ощущаешь жизнь, чем в городе. Особенно, когда ходишь, когда не сидишь на одном месте. Даже если тебе плохо, если слабость, если ты болеешь, нужно двигаться. Настолько, насколько это возможно, насколько дает организм. Устал, сядь, посиди, отдохни и двигайся дальше. Ничего себе, муравейник. Чуть ниже меня. Еще один громадина. Болото. Необыкновенно красиво. На болоте полно-полно ягоды. Даже слышно птиц. Тут столько мухоморов. Такие прикольные, красивые. Так, что я брала с собой в такой маленький походик сегодняшний в радиалку? Сигнал охотника, к нему 2 дополнительных патрона, спички, нож. Ну и, конечно же, нужно всегда брать воду, но я знала, что я пойду к реке, и там можно будет попить. Так обязательно нужно еще воду брать. Ну, желательно бы, конечно, еще там чего-то взять с собой, но у меня не было рюкзачка, поэтому я взяла только самое необходимое. Я немножко отдохнула, наверное, с часик. Что-то меня прям вообще свалило. И что-то холодно. Довольно нормально так похолодало. Или меня, может, морозит. Наверное, сейчас печку затоплю. Мне надо пообедать. Я ж не обедала, уже скоро стемнеет. Ну и на речку сходить, ополоснуться. Вот и чайничек подоспел.
Сварила себе картофельно-грибной крем-суп с сухариками и чай черный заварю. Что-то думаю, хватит мне клюквы есть, а то у меня это, видимо, слабость. Переела я ягоды. Там же, ну, как это, давление то ли поднимается, то ли отпускается. Я уж не помню, что там с ним происходит. Я думаю, может, от ягоды мне слабость такая. Надо крепкого чая попить. Ой. Чисто пару полешек положу. Чтоб мне потом искупаюсь, чтобы в тепло прийти. Сильно топить не буду. Вот мой обед. Такой крем-супчик, тунец, чай и вот к чаю вкусняшки. Ням-ням-ням, как я проголодалась. Наберу сначала воды. Не знаю, смогу ли я тут искупаться. Тут очень сложный подход такой к воде. Попробуем. Что, захочешь помыться, еще не так залезешь. Какая же я молодец. Огурец который раз. Я решилась, я это сделала. И, как всегда, собой довольна. Намылась, накупалась. Теперь мне хорошо. С мылом, шампунем буду завтра мыться. Нагрею на печке воды. И нормально прям помоюсь. Устрою себе помывочный, постирочный день. Как хорошо. С такого холода приходишь, а с каждым днем все становится холоднее. Осень все-таки. И в такое тепло. Как хорошо, что я так придумала, что печечку заранее.
Сейчас чайку горяченького попью, согреюсь, обсохну. И буду вечеровать, пойду костер сделаю, если дождь не пойдет. Повечерую и спать. Как же хорошо. Ножки греются, тепло. Какая я довольная. Как же хорошо жить в тайге. Как хорошо, когда есть возможность вот так уйти в какой-нибудь домик, избу, зимовье, куда-нибудь подальше, в глухую тайгу, где нет вообще никого. Это счастье. Это и есть счастье. И это и есть жизнь. Только сегодня говорила, что тут птиц нет. То желно прилетел, то еще какие-то птицы ночные объявились. До этого вообще ничего не слышала, никого. Тихо, как в гробу. А сейчас начались какие-то чудеса происходить. Таежные. Ням-ням-ням. От печи какой свет. Теплый, красивый. Зашла ненадолго в избу. Как всегда, обратила внимание.
Вот и закончился сегодняшний день. Он был довольно насыщенным. Я сходила до заброшенной избы. Поняла, что я сделала правильный выбор, что не пошла туда с ночевкой сразу с рюкзаком. Конечно, в этой избе можно переночевать, но зачем, когда здесь хорошо? Вот, так что остаюсь здесь еще на 2 или 3 ночи. Все. Всем спокойной ночи, до утра. Если будет что-то интересное, обязательно включусь. Ой, как хорошо.